Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Это мое второе видео из серии русских народных сказок, которые я собираюсь вам рассказать. Наша сказка на сегодня называется «Колобок». Она подходит для уровня сложности самых начинающих, то есть для А1. Колобок – это такая маленькая булочка, да? Ну или может большая, побольше, которая очень не хочет, чтобы его кто-то скушал. Давайте начнем. Слушайте. Итак, как-то раз дедушка попросил бабушку. Он ей говорит: «Жена моя любимая, не могла бы ты, пожалуйста, испечь колобок?» Говорит: «Я очень голодный, я ничего не кушал с обеда». И бабушка ему отвечает: «Ты знаешь, дорогой, я бы испекла, но у нас дома совершенно нет муки. Все закончилось, все съели». И дедушка говорит: «Ты иди подмети в кухне, подмети веником, поищи в коробках, конечно, что-нибудь найдешь. Говорит, у тебя всегда что-то где-то припрятано». Бабушка так и сделала. Она нашла муку, она ее искала и нашла муку и сделала колобок. И положила его на окошко остудиться, чтобы он не был горячим, потому что горячим хлеб не едят. Колобок лежал на окошке и вдруг ожил. У него открылись глаза, и он понял, что нужно убегать, иначе его сейчас кто-то скушает. И колобок покатился по дорожке. А навстречу ему зайчик. Этот зайчик говорит: «Знаешь, Колобок, ты такой вкусный, ты так вкусно так выглядишь, я тебя хочу скушать». А Колобок ему отвечает: «Я ушел от дедушки, я ушел от бабушки, и от тебя, зайчик, я сейчас тоже убегу». И убежал, укатился от этого зайца. Катится Колобок, а навстречу ему волк. Волк говорит: «Колобок, Колобок, я тебя сейчас съем, я такой голодный, я ничего не ел целый день». А Колобок ему говорит: «Вообще-то я убежал от дедушки, убежал от бабушки, убежал от зайца, и я совершенно не хочу, чтобы ты, волк, меня съел». И укатился дальше. А дальше ему повстречался медведь. Медведь говорит: «Колобок, Колобок, я тебя сейчас съем, я такой голодный». А Колобок ему отвечает: «Нет, медведь, я уже убежал от дедушки, я уже убежал от бабушки, я убежал от зайца, от волка, и от тебя сейчас я тоже убегу». И покатился себе дальше. Только медведь его и видел. Но не тут-то было. От своей судьбы, как говорится, не убежишь. Повстречал дальше Колобок лису. А лиса в русских народных сказках всегда очень хитрое и умное животное. И лиса ему говорит: «Колобок, ты такой красивый». А Колобок ей отвечает: «Я знаю, лиса, что ты хочешь меня сейчас скушать, но я тебе этого не позволю, потому что я ушел от бабушки, от дедушки, от зайца, волка, от медведя, я от всех убежал, укатился, и тебе я тоже не дамся». Но лиса говорит: «Ты знаешь, Колобок, давай ты еще раз сядешь на мою мордочку, на мой нос и споешь, пожалуйста, эту песню». Говорит: «Я стала такая старенькая, я совершенно ничего не слышу». Ну, Колобок так и сделал. Он сел лисе на нос и запел свою песенку, начал опять рассказывать о том, как он от всех убежал. Но лиса его и съела. Вот такая сказка. Если вам понравилась эта сказка, подписывайтесь на мой канал, поставьте лайк и напишите в комментариях о том, какую сказку вы бы хотели, чтобы я разобрала в следующий раз. Всем пока-пока!